Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. Празднование Дня Свободы 2025 года уже началось. В этом видео я расскажу вам, что можно будет получить в подарок в честь этого события, просто зайдя в нашу любимую игру. Кроме того, обсудим с вами свежие ответы гендиректора студии Arrowhead касательно будущих патчей, а также большое количество новостей от отдела файловой разведки. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендации. Сначала отправимся на орбиту Суперземли, оплота нашего образа жизни и управляемой демократии. Отсюда отлично видно яркий праздничный салют, который впервые могли наблюдать ветераны еще первой галактической на своих экранах. Зарядившись праздничным и свободным вайбом, переходим на карту галактической войны. Да, друзья, в этом году мы встречаем величайший день в истории Суперземли по-фронтовому. Чтобы отдать дань уважения нашим предкам, командование приказало нам в ближайшие сутки покарать 40 миллионов любых врагов демократии с помощью смертоносной церемониальной винтовки Р-2124 «Конституция», которую вместе с парадным набором брони раздавали бесплатно в прошлом году. После выполнения данной задачи абсолютно всем хеллдайверам будет выдан специальный плащ, сотканный исключительно к празднованию Дня Свободы. Кроме того, дополнительно развлечь себя можно в браузерной игре «Убей терминида орудием откапывания», перейдя по ссылке в описании к этому видео. По окончании празднования, благодаря выполнению прошлого главного приказа, мы уже полностью готовы совершить контратаку, прямиком вглубь облака спор мрака, и, наконец, освободить мир Улей на планете Ашане. Собираемся с духом и ожидаем соответствующий приказ в самое ближайшее время. Гендиректор студии Arrowhead Шамс Джорджани дал несколько занятных комментариев после релиза недавнего обновления от 23 октября. Однако перед этим он сообщил следующее. Всем привет, надеемся, вам понравился патч. Как всегда, мы надеемся, что это шаг в правильном направлении. Сообщите нам, что работает, а что нет, и мы подготовим еще один патч в будущем. Помимо этого обновления, мы внесли ряд изменений в наши процедуры разработки, о которых мы расскажем подробнее в будущем посте в блоге. На вопрос, увидим ли мы новый варбонд в этом месяце, SEO ответил: мы решили сначала сосредоточиться на повышении качества игры. Но не спешите расстраиваться, глядя на этот ответ. Как сообщают копатели файлов, в обновлении 23 октября уже был скрытно добавлен тот самый следующий новый варбонд, подробности которого вы можете узнать из моего прошлого и в том числе этого видео, если, конечно, не избегаете спойлеров. Поэтому переживать не стоит, свежий контент уже запланирован. По поводу общего улучшения оптимизации и повышения FPS Джорджани высказался так: для достижения более значительного улучшения потребуется еще много месяцев работы. По данной теме, как вы могли помнить из моего прошлого ролика, я провел свой собственный опрос среди своей аудитории в нашем самом свободном телеграм-канале во всей галактике. По результатам сбора мнений с весомым отрывом победил вариант «все осталось как было», но остальные немалые 38% почувствовали явное улучшение производительности. И, к сожалению, у 15% бедолаг ситуация после патча еще и ухудшилась. Результаты опроса наглядно показывают нам, что работы в плане оптимизации разработчикам еще предстоит непочатый край, но что главное, а именно начало пути к светлому технически стабильному будущему игры было положено. Руководство намерено и дальше продолжить курс улучшения ситуации с каждым следующим патчем. Прежде чем мы вернемся к норме работ, как мы надеемся, новой норме, вас ждет еще несколько патчей. Касательно уменьшения размера игровых файлов, напомню, после обновления игра похудела до 134 гигабайт, Шамс сообщил следующее: мы уменьшили вес игры на 9 гигабайт, но больших изменений не произойдет, пока мы не разберемся, что делать с механическими жесткими дисками. Для разрешения ситуации не исключено появление дополнительного клиента, который будет занимать намного меньше места на диске, отдельно для владельцев SSD. В самом крайнем случае студия рассматривает вариант полного отказа от HDD и переход ПК-версии на максимально облегченную, в почти 40 гигабайт, как на консолях. Кроме того, Джорджани в очередной раз подтвердил активную работу над фиксами проблем с комплектующими.
От комментариев руководства студии плавно вступаем на территорию датамайнинга. Всем тем, кто не любит спойлеры, не хочет знать о новом контенте и сюжетных поворотах, рекомендовано немедленно десантироваться на другой тайм-код данного видеоматериала. Спустя несколько дней после публикации моего ролика с первой частью скрытых материалов, найденных в файлах игры, с которыми вы можете ознакомиться, кликнув на подсказочку в правом верхнем углу экрана, сотрудники ОФР нашли новую порцию информации о будущем Варбонде под кодовым названием «Отредактированный полк». С выходом этой премиальной заслуги в супермагазине станет доступен к покупке за суперкредиты набор брони РС-100 «Санкционер», который лично мне очень понравился в плане внешнего вида, из-за чего однозначно найдет свое почетное место в моей коллекции арсенала. Два других набора брони РС-67 нулевой шифр и РС-89 идеальная тень включены в состав самого Варбонда и будут открываться, как обычно, за медали. Вся броня, как и предполагалось, имеет пассивный бонус на скрытность под названием уменьшение заметности, минус 50% шума при передвижении и уменьшение радиуса обнаружения противником на 40%. Безусловно, эта броня поможет при прохождении новых стелс-заданий на фронте автоматонов, о которых я говорил еще в прошлом своем видео. По теме нового вооружения из этого Варбонда появилась наглядная демонстрация стрельбы из марксманской винтовки Р-72 Цензор с глушителем. Наличествует в наличии легкое пробитие при хорошем уроне в 165 единиц. Не самая плохая скорострельность на уровне винтовки поправка, с такой же печальной вместимостью в 20 патронов и отдачей в 13 единиц. Следующим новым стволом станет штурмовая винтовка AR-59 Супрессор, что очевидно из названия оснащен глушителем. Также имеет пробитие легкой брони, 80 урона с выстрела, вместимость как у Койота в 45 выстрелов и повышенную скорострельность в 850 выстрелов в минуту, а также отдачу в 13 единиц. В дополнительном слоте появится пистолет Р-35 Перевоспитатель, стреляющий дротиками с едким эффектом, который, судя по списку, в данный момент отсутствует в игре и является абсолютно новым. И нет, это не газ, а именно едкое вещество, которая дословно, судя по тексту описания этого пистолета, вызывает состояние бреда у противников. Выглядит весьма интересно, обязательно протестируем работу этого эффекта на стриме в честь релиза данного Варбонда против всех фракций. В строю очень полезного дымового вооружения также случится пополнение. Дымовая граната G89 очевидно полностью лишена урона, но зато вроде как должна на время скрывать пользователя и помогать в случае тактического отступления. Более интересным метательным оружием является липкая мина-приманка ТМ-1, которая после установки в любом месте сама привлекает на себя врагов. Урон в 1000 единиц, шрапнель и противотанковое пробитие 5 уровня не оставит ни одного врага демократии безнаказанным. Кроме того, мина сможет закрывать обычные норы и постройки противника за счет своего урона по постройкам в 30 единиц. Стратегемой этого Варбонда станет рюкзак с 6 С4 с дистанционным управлением. Заряды можно взрывать как по отдельности, так и сразу последовательно. Каждая бомба наносит по 2000 урона с противотанковым бронепробитием 7 уровня, что покрывает практически все нужды во время несения суперземельской демократии. Обычные постройки врага С4 тоже закрывает, ведь у нее для этого есть подходящие 30 единиц разрушительного урона. В завершении новостей по премиальной заслуге отредактированный полк на сегодняшний день стоит сказать о найденных плащах, выполненных в подходящем стиле. Другие новости от копателей файлов касаются сюжета. Обнаружены несколько новых записанных озвучек официальных новостей кареты Келли, к сожалению, без видеоряда, но безусловно одобренных Министерством правды. Предлагаю прослушать их по порядку, как они значатся в файлах игры. Приветствую во имя свободы. Я карета Келли. Новая информация проливает свет на ужасающие цели операций автоматонов на лавовых планетах. Образцы синтетической жидкости, производимой на этих планетах, были изъяты десантниками. Научный анализ показал, что эта биологическая жидкость насыщена аминокислотами, питательными веществами и стволовыми клетками, которые, по всей видимости, добываются из органических форм жизни.
Что особенно тревожно, ученые подтвердили вне всяких сомнений, что биологические соединения были получены исключительно от граждан суперземли, большинство из которых, по всей видимости, были маленькими детьми. Ассоциация суперземли по безопасности детства выпустила заявление с осуждением действий автоматонов. Кроме того, было обнаружено, что автоматы добывают большие объемы платины. Десантникам приказано изъять этот материал, чтобы предотвратить его использование в социалистических целях. Это были последние новости свободы. С вами была Карета Келли. Свободные приветствия. С вами Карета Келли. Скрытая разведка десантников обнаружила масштабную добычу автоматонами на необитаемых лавовых планетах. Десантники, полностью избежав обнаружения благодаря своему элитному обучению, нашли доказательства продолжающихся операций на нескольких мирах. Эти покрытые магмой планеты считаются непригодными для большинства форм жизни. Хотя детали целей противника все еще не ясны, десантникам приказано немедленно выдвинуться для пресечения этих действий. Далее. Новое исследование показывает, что чувство небезопасности или тревоги может быть вашей собственной виной. Это были последние новости свободы. С вами Карета Келли. Кроме того, были найдены реплики NPC, отсылающие к будущей заварушке на фронте ботов в новом лавовом биоме, их незаконной добыче платины и синтезе некой суперплотной биожидкости. Последнее мне буквально напоминает сюжет фильмов серии «Терминатор». Неужто боты собрались подослать специально обученного киборга-убийцу к нашему президенту суперземли? Пока что это остается загадкой. На этой тревожно-шокирующей новости мы переходим к обзору текущего ассортимента супермагазина и личного приказа на ближайшее время. В ближайшие сутки в магазине можно приобрести дополнительные товары, связанные с варбондом «Сила закона». Тяжелая броня BP-77 «Обвинительная палата», умный пистолет P-92 «Ордер», а также тематический плащ и карточку игрока. Личный приказ на ближайшие сутки – эвакуироваться, успешно выполнив задание. Пробил час нашей постоянной рубрики комментарии подписчиков под прошлым видео. Первым на сегодня стало сообщение от Пионера. Когда я стрелял по флешмобу, я всего думал, что отстреливая лица, я наношу много урона. Оказалось, что это правда только сейчас. С практической точки зрения, он и раньше быстрее уничтожался путем отстрела голов на теле. Теперь после патча разработчики увеличили ему модификатор дополнительного урона до 150% для этих уязвимых точек. Следующий комментарий от Эмирель. Хочу камеру, чтобы мы могли так снимать и сохранять видео на ПК или другие устройства со всеми эффектами камеры. Даже в духе, если камера вылетает из рук игрока при его смерти, чтобы она записывала сколько-то еще чуток, а потом отключалась, если никто не подберет ее. Забавная идея, но как сообщалось сотрудниками студии ранее, даже банальные записи реплеев мы в ближайшее время не увидим. Чего уж тут говорить о реализации такого рода записей геймплея. И последний на сегодня комментарий от скромного подписчика с никнеймом Легенда. Буду демократично дожидаться следующего варбонда в кустах на базе автоматонов. Разумное решение попрактиковаться перед введением новых миссий на стелс. Министерство обороны однозначно одобрит такой подход. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой эцкодесантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.